Ну что, господа, вот так выглядит надежда. Всех приветствую. Посмотрим, что у нас происходит сегодня на рынке криптовалют. И исходя из общего настроения на рынке, вчера у нас был позитив, сегодня уже идет небольшой откат. Матик, который вчера давал 50%, сегодня только на плюс 6. Из локомотивов у нас, естественно, видно невооруженным взглядом Ethereum Classic, HOT и Pirate Chain. Если рассматривать биткоин, то шорты значительно подсократились за последние 24 часа. Минус 40%. Это дает основание полагать, что большая часть трейдеров рассчитывает на лонг, но пока в него не залетает, пока просто прикрывают шорты в ожидании дальнейшего разворота. Если смотреть на лайткоин, то здесь и лонги прикрывают, хотя несколько дней назад лонги по лайткоину только росли. Что касается эфириума, здесь также лонги прикрывают после небольшого отскока наверх. Рынок запуган, и все боятся, что это краткосрочное движение вверх. Посмотрим еще Ripple по данному показателю. По Ripple снова все стабильно. Плюс-минус 2-3% и по лонгам, и по шортам. Что же касается страха на сегодняшний день, то после отскока наверх экстремальный страх, который был буквально вчера, десятка, сменился на все еще экстремальный страх, но гораздо увереннее стали чувствовать трейдеры. Подскочили в 2 раза. Стоит цене немного подрасти, и страх криптотрейдеров испаряется. Что касается ликвидаций, шортистов мы не вынесли вчера, хоть и был у нас рост по криптовалютам. Если мы собираемся выносить шортистов, то курс должен пойти еще выше. Что же касается закупок Grayscale, то все у нас идет за последние 24 часа в продаже. Немного отрастает курс, и мы сразу же идем вниз. Закупили только Link. Давайте пробежимся по новостям. Несколько часов назад Илон Маск снова нас обрадовал своим твитом. Общался с североамериканскими биткоин-майнерами. Они обязались опубликовать текущее и планируемое использование возобновляемых источников энергии и попросить майнеров всего мира сделать это. Потенциально многообещающе. Илон Маск накосячил, теперь пытается как-то загладить свою вину и вбрасывает новости о том, что нет-нет, биткоин не такой уж и плохой, с ним еще не все покончено. Все еще можно сделать его экологичным. Но это неплохой заброс в сторону экологичности, и вполне вероятно как раз-таки закрытие китайских майнеров, переносах в Северную Америку позволит сделать биткоин якобы более экологичным, хотя он не особо-то и вредит, и тем самым помпанет крипту наверх. Еще один твит Илона Маска. Если вы хотите помочь в разработке Доги, отправляйте идеи на GitHub. Кто-то предложил изменить комиссию Доги в зависимости от фаз Луны, что довольно круто. Илон Маск не бросает свою любимую монетку и продолжает ее поддерживать. CNN. Китай распространил свои жесткие меры на использование и торговлю биткоинами в отрасли, которая контролирует добычу новых токенов криптовалюты. Китай добывает больше биткоинов, чем где-либо еще. Вот она схема. Переносим из Китая майнеров в США, в Северную Америку, и вуаля, биткоин снова экологичный. Еще одна публикация CNN. Поклонники биткоинов устали от того, что Илон Маск оказывает такое большое влияние на краткосрочное движение цен, по-видимому, всех криптовалют. Устали они только тогда, когда биткоин идет вниз. Но когда он пойдет наверх после его твитов, Маска снова понесут на руках. Reuters, эксклюзивный генеральный директор HSBC, говорит, что биткоин не для нас. Ты кто такой? Давай посмотрим на тебя. Где твоя хитрая рожа? Растущая популярность криптовалют в последние годы стала проблемой для основных банков, поскольку они пытаются сбалансировать удовлетворение интересов клиентов со своими собственными нормативными обязательствами. Короче, банки не понимают, что делать с крипто, и поэтому этот дядька против. Все с тобой понятно. Еще одна публикация Reuters. Операторы майнинга криптовалюты, включая Huobi Mail, MOL и BTC Top, приостанавливают свои операции в Китае после того, как Пекин активизировал свои усилия по борьбе с добычей и торговлей биткоинами, что привело к падению цифровой валюты. Но вот потихоньку и выходит из Китая в сторону экологичности. Илон Маск в каждой второй публикации, на этот раз Wall Street Journal пишет: «Слышали на улице, криптовалюты, такие как биткоин, могут не иметь внутренней ценности, но любовь человечества к бесполезным вещам означает, что они не обязательно ничего не стоят». Вот и ответ. Да, биткоин бесполезен. Ну и что? Forbes.
Илон Маск снова у нас тут. Многообещающий твит Илона Маска способствует росту биткоинов. Это отсылка к тому твиту, который мы смотрели изначально про экологичность. И Пэрис Хилтон у нас засветилась в криптоновостях, поздравляет каких-то тут товарищей. Элизабет Стронг. Достижение действительно децентрализованных финансов, власть для людей. Благородная и важная цель. Классно, что такие товарищи, как Пэрис Хилтон, популяризируют криптовалюты. Особенно с такими аватарками. Давайте посмотрим, не добавилось ли у нас новых новостей. Что у нас из последнего добавленного? Из последнего добавленного у нас по-прежнему BitTorrent. Первый NFT airdrop на BitTorrent назначен на октябрь. Новость добавлена 20 мая. Остальное, в принципе, мы уже видели в прошлых видеороликах. Ну и давайте рассмотрим, что у нас происходит конкретно на графиках. Наконец-то мы дождались хотя бы какого-то вразумительного отскока. Вчера я уже рисовал варианты на дальнейшее движение биткоина наверх или вниз. И здесь вот такие варианты. Вот он, розовый, так сказать, вариант. Это на то, что снижение уже завершилось. И мы сейчас должны будем развивать волну 1 в рамках импульсной волны 5. Вот это вполне возможно с первой целью в 65 тысяч. Давайте отметим это также розовым цветом, чтобы воспринимать это как первый вариант. То есть мы сейчас формируем волну 1, пока еще неизвестно, где она завершится. Затем отскок в волне 2. Ну и пока рассчитывать зоны не будем, пока неизвестно, от чего нужно отталкиваться. То есть вот он первый вариант, предпосылки которого уже сейчас нам говорят о том, что это вполне возможно. Предположим, что волна АБЦ завершена, получили. Вот здесь мы третью волну в рамках последней волны С. Здесь мы получили укороченную пятую и развиваем волну 1, имея здесь дивергенцию. Если это так, и мы можем улететь наверх, для тех, кто боится остаться без крипты, в данной зоне можно покупать со стопом за основание импульса. Либо даже вот за вот этот импульс. Рассчитывайте риск-прибыль. Я думаю, все это умеют делать, если торгуют. И в глобальной перспективе поход наверх на предыдущий хаи на 65 тысяч как минимум. Но есть и второй вариант. Он заключается вот в чем. В принципе, вчера вы уже все это видели. Давайте повторю параллельно с этим. То есть вот она волна, например, 1, 2, 3. И сейчас мы пойдем в волне 4. И потом еще пойдем в волне 5. Этот вариант у нас будет, давайте, синим цветом. Отскок в волне 4 вполне можно рассчитать зону для него. Вот она, зона коррекции, куда может прийти волна 4. Это совпадает с уровнем сопротивления, поэтому мы можем отсюда еще оттолкнуться. Давайте отмечу также синим, чтобы знать, что это зона как раз для этого. Вот это пока уберем. Что же у нас получается? Данный отскок может быть в рамках начала восходящего движения, либо это четвертая волна, после чего пойдем дальше вниз. Глянем на более мелкий таймфрейм, и я вам скажу, здесь больше похоже на вариант вот этот вот синий, так сказать, что это четвертая волна, после чего мы пойдем вниз, так как объемов здесь нет. Но держим в голове то, что крипта у нас любит обманывать с объемами, вполне это все дело может трансформироваться и в первый заходной импульс. Поэтому, подытоживая, в принципе, здесь можно брать со стопом хотя бы на четвертую волну, но в любом случае решать вам. Ответственность за свои деньги несете только вы. Ну и естественно, давайте посмотрим по другим монетам, но там ситуация в принципе аналогичная. Смотрим аналогию с разволновкой по биткоину, и также здесь имеется два варианта. Либо мы пойдем ниже, либо мы пойдем сейчас уже наверх. Здесь вариант такой, что 1, 2, 3, сейчас рисуется четверка, потом дальше пойдет пятерка. Этот вариант вполне себе жизнеспособен. Измерим расчетную зону для четверки, и она у нас находится на данных уровнях, то есть мы уже ее зацепили. Также здесь два варианта, и первый вариант с коррекцией АБЦ также у нас может отыграться с маленькой волной 1, с гигантской волной С и началом импульсного движения. Оба этих варианта, как и по биткоину, стоит рассматривать при своей торговле. Да, многие сейчас скажут: отличный прогноз, то ли вверх, то ли вниз. Но тот, кто умеет включать голову и хоть немножко умеет торговать, у него такой мысли не возникнет. Потому что что? Потому что мы торгуем вероятности. Вероятность того, что мы уже пошли наверх, она есть, и она достаточно велика. Рискнете ли вы своими деньгами, поставив стоп здесь, решать только вам. Но взять хотя бы еще один импульс вот здесь вот вполне себе возможно. По Ripple.
Здесь немного другая разволновка, но заходной мы здесь также получили без объемов. Здесь по аналогии с предыдущими прогнозами на эфире и биткоине также отличное место для того, чтобы войти, рассчитать свои потери и потенциальные прибыли и поставить стоп, войти нужной суммой, чтобы потери не сильно били по карману. Ну и посмотрим еще пару монет из комментариев, что у нас здесь. Так, у нас здесь по Зилике даже был прогноз. Посмотрим, что у нас, когда он был. Ну, здесь вот мы увидели импульс. В принципе, отмеченная зона, она достигнута. Все прекрасно. Кто держал, тот заработал. Давайте глянем, что у нас сейчас происходит на данной монете. Зилик у нас выстрелила. Здесь у нас уровень на месячном графике. И здесь имеется подобный на дневках. На дневках что у нас видно? На дневках у нас виден дивер, падение объемов. Это говорит о том, что и существует большая вероятность того, ну здесь два варианта. Либо мы уже завершили импульс, что скорее всего не так. Скорее всего здесь вот такой вариант 1-2. Здесь завершили 3. Сейчас мы также развиваем четверку, и нас еще ожидает потенциальная пятерка. Пятая волна. Сейчас мы находимся в четвертой коррекционной волне. Также объемов на заходном нет. И я вам скажу, отскок здесь тоже даже не такой бодрый, как на других предыдущих валютах. Здесь бы я пока не заходил, лучше рассмотреть другие варианты. Вот она у нас сейчас будет зона коррекции, которую мы, естественно, пробили. Какой план действий? Я бы пока не заходил. Здесь также может быть разворот, здесь также есть диверы, есть заходной, но заходной все-таки хуже даже, чем на биткоине с эфиром. Там-то не особо, без объемов. Но я думаю, если и там выстрелят, то и здесь тоже все это пойдет в рост. Поэтому на свое усмотрение, как говорится, принимаете ли вы эти риски. На откате здесь неплохой вариант взять на еще один импульс. Стоп за основание. Еще один импульс — это куда? Если предположить, что первый импульс завершен, то второй импульс нужно считать от точки завершения этого коррекционного движения. А значит, как минимум вот сюда мы можем сходить. А это, на секундочку, 20%. Это к вопросу о том, что даже на коррекционных движениях можно зарабатывать. Единственное, рассчитать размер позиции, в которой вы входите, рассчитать стоп, и будет ли вам критично потерять деньги, которые вы потеряете, сработав, если сработает этот стоп. Глобально по Зилике после завершения четвертой волны вот сюда на пик третьей волны сходить, как минимум. Локально же видим попытку развернуться. Давайте глянем на дневные свечи. Дневные свечи также говорят о том, что вполне возможно здесь мы пойдем выше. Это по price action, по двум свечам. Кому интересно, на дневках там внутренний бар сформировался. И еще одна монетка. Юни в комментариях просили. Кстати, кто хочет, чтобы рассмотрели монеты, если, например, нет доната, если нет каких-то других пожеланий первостепенных, то я рассматриваю монеты, которые набирают большее количество комментариев и большее количество лайков под этими комментариями. Поэтому видите монету, которую тоже хотели бы, чтобы рассмотрел я, лайкайте чужие комментарии. Что у нас по Юни на месяце? Хотя нет, здесь этого пока не видно. Так, на дневках. Что у нас происходит на дневках? На дневках у нас объемов здесь нет ни черта. Зато есть дивер на индикаторе. И вполне себе сформированный импульс 1, 2, 3, 4, 5. А это говорит о том, что вполне вероятен тот факт, что мы пошли корректировать весь этот импульс. Оптимальная зона коррекции данного импульса, как у нас часто бывает после этого пролива большого, мы его даже уже пробили. Давайте глянем, что у нас поближе. Поближе похожая ситуация, как и на предыдущих монетах. Мы получили внизу хороший объем, есть дивергенция, есть заходной, и есть вариант сходить еще хотя бы на один импульс вверх, будь то волна 4, либо это будет волна 3. Я имею в виду, если это 1, 2 и будет 3. Прогноз подобный. Отличная точка для входа, потенциальное движение наверх, стоп за основание. Первая зона, куда мы можем дойти, предыдущий пик. Это у нас что? Это у нас дофига процентов, больше 100. Если же мы пройдем хотя бы еще один небольшой импульс вверх, можно заработать вплоть до 40%. Поэтому сейчас на крипте, если подытоживая, то по многим криптовалютам сейчас сформировался заходной импульс. Вот здесь, кстати, на июне даже объемы есть на нем, на коррекции которого можно
попытаться поймать разворотное движение, если же мы не уйдем ниже. Риски всегда есть, стопроцентных каких-то точек входа никогда не бывает, поэтому торговля на рынке она такая. Пользуйтесь стопами, не входите на всю котлету, и нервы будут спокойнее, в порядке. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, обязательно подписывайтесь. Видосы по возможности выпускаю. Ставьте лайки, пишите комментарии. Удачной торговли и счастливо!